Доктор Ахник, вы микробиолог и много занимаетесь декальцинацией воды в Швейцарии. Декальцинация, очистка воды электричеством – это вообще возможно? Конечно, и это очень хорошо работает. Тогда остается лишь немного известкового налета, который можно легко стереть со стенок душевой кабины, например. Но я прочитал в интернете о тестах, которые называют этот метод совершенно неэффективным. Да, в интернете есть много тестов, которые показывают, что это не работает, но это устройства, разработанные очень давно. Некоторые из них — это магнитные активаторы. С тех пор многое изменилось. А что изменилось? Было разработано оборудование, которое обрабатывает воду электрическими полями. Интенсивно обработайте воду, это сделает известь малоактивной, она не сможет так прилипать к трубам. То есть электрическое, сильно электрическое. Но ведь это может беспокоить многих людей, не так ли? Электричество, вода и трубы, разве это не опасно? Нет, это не опасно. Мы находимся в совершенно другой области. Здесь генерируется излучение малой мощности. И, конечно же, все оборудование, оно испытано по стандартам. То, что присутствует на рынке в настоящее время, в целом хорошее. Правильно ли я вас понял? Значит, известь остается в воде. Разве это полезно для здоровья? Да, это очень хорошо. Таким способом мы вообще не меняем состав воды. И именно поэтому мы получаем все необходимые минералы, которые нам все еще нужны в воде. Альтернативой было бы добавлять соль в воду, чтобы связать известь. Что скажет по этому поводу микробиолог? Да, с моей точки зрения, это не очень хорошая идея, потому что с течением времени в этих фильтрах накапливаются бактерии, которые попадают в воду снова и снова, и вода после солевого фильтра на самом деле загрязнена. То есть это означает, что вы должны чаще обслуживать эти устройства с солью. В чем разница в расходах на техническое обслуживание? Да, эти новые устройства Phasis, которые работают на электричестве, они вообще не нуждаются в обслуживании. А все фильтры, которые работают с солью, следует регулярно обслуживать, чистить их гигиенически. И нужно регулярно добавлять соль в эти фильтры. Можете ли вы сделать это самостоятельно? Установить их в своем подвале или это опасно? Да, это зависит от ситуации в подвале. Вы можете установить его сами. Это легко сделать, если принять во внимание определенные вещи. Вот почему иногда стоит обратиться к специалисту. Большое вам спасибо, доктор Ахних. Большое спасибо с моей стороны.